Друзья, обратите внимание, это все произошло буквально за 24 часа. Верховный суд США отклонил пошлины, Трамп объявляет новый глобальный тариф 10%, ВВП США выходит всего 1,4% вместо ожидаемых 3%, инфляция 2,9% при прогнозе 2,8%, месячный рост цен 0,4% вместо 0,3%, а на Ближнем Востоке сейчас больше военной техники, чем во время Ирака 2003 года. И что самое удивительное, крипторынок не упал. Да, мы, конечно же, можем этому похлопать. Вчера Верховный суд США не просто признал тарифы Трампа незаконными, а он пошел против интересов страны и лишил Америку золотой жилы, с которой можно было качать триллионы долларов в год. И плюс к этому еще заставил правительство вернуть все до цента. Это почти 200 миллиардов долларов. И у меня только один вопрос. А что за беспредел происходит в этой Америке? Не прошло и 2 месяцев с начала года, как была шумиха вокруг Гренландии, и это дампило рынки, напряжение с Венесуэлой, где до сих пор никто не знает, что там происходит, этот короткий шатдаун из-за споров между демократами и республиканцами, а финальным ударом стало это решение суда по тарифам. И я с уверенностью могу сказать, что сейчас самое нестабильное и неопределенное время, чуть ли не за всю историю такой сверхдержавы, как США. И вы меня спрашиваете, Влад, а когда вырастет биткоин, когда мои альты дадут иксы? А я отвечу, друзья, когда весь этот беспредел закончится. К тому же это все происходит на фоне потенциальной полномасштабной войны США против Ирана на Ближнем Востоке, где сейчас Америка стягивает чуть ли не всю свою военную мощь. Цены на нефть уже поперли вверх, плюс 5% за неделю, золото также не отстает, а вот напряжение на рынке акций и крипты только усиливаются. Кто-то скажет, это обычно новости из геополитики, но нет. Это очередная трещина в системе, которая появилась не где-то в странах третьего мира, а у главного гегемона мировой политической и экономической арены. И после этого решения суда вопросов стало только больше. Что теперь будет с мировой торговлей? О каком запасном плане говорит Трамп? Где Америка возьмет 185 миллиардов долларов для возврата странам? Приведет ли это к импичменту Трампа еще до промежуточных выборов в ноябре? Ну и конечно же, что с войной на Ближнем Востоке? Пойдет ли Трамп в all-in и одержит победу по всем фронтам? Или раз и навсегда уничтожит свою репутацию и запустить необратимый коллапс США как сверхдержавы мира? Сегодня мы это все разберем и рассмотрим через призму геополитики, а также экономики, в которой неотъемлемую часть занимает биткоин и криптовалюта. Друзья, перед просмотром попрошу вас сделать 2 простых действия. Поставить лайк, потому что это лучшая поддержка для канала, и подписаться, чтобы стать частью нашего большого крипто-комьюнити, которое насчитывает уже почти 100 тысяч. Но еще есть третье действие, за которое можно получить 10 долларов, как этот зритель из прошлого ролика. Это написать комментарий. Так что пишите, вам приятного просмотра, вы на канале Coin22, с вами Влад, мы начинаем. Итак, давайте обо всем по порядку. Вчера в нашем телеграм-канале мои редакторы опубликовали пост, что Верховный суд США признал тарифы Трампа незаконными, что потенциально может привести к возврату 185 миллиардов долларов. Кстати, именно в Telegram подобные новости публикуются максимально быстро, с моим личным мнением. И, кстати, еще до официального объявления Трампа мы уже написали, что он будет использовать специальный закон для их ведения. Плюс к этому все отчеты, аналитика рынка, сделки и важные события выкладываются там на регулярной основе. Сейчас мы внимательно следим за событиями с Ближнего Востока и оцениваем влияние на крипту. Поэтому, чтобы понимать реальные перспективы, когда полетят первые ракеты, рекомендую подписаться. Ссылка есть в описании. Ну а с тарифами история следующая. Кто не помнит, еще в апреле прошлого года Трамп вышел вот с такой таблицей и начал раскидывать тарифы по всем странам мира. Досталось даже островам, где живут только пингвины и тюлени. Трамп тогда озвучил ультиматум. Кто хочет торговать с Америкой, давайте договариваться. И на протяжении всего этого времени были переговоры. Приоритет был Китай, Европа, а также Япония. С того дня в казну поступило 270-280 миллиардов долларов, чем, конечно же, хвастался Трамп на каждом своем выступлении в последнее время. Но лавочку пытаются прикрыть. Понимаете масштаб? Верховный суд по факту может лишить США почти 1 триллиона долларов доходов от таможенных пошлин. Почти триллион. Это не просто цифра, это бюджет целых стран. Буквально за день до этого Трамп сделал жесткое заявление. По его словам, стороны, лояльные Китаю, обратились в Верховный суд США с требованиями отменить действующие пошлины. И если суд поддерживает это решение, в этом году бюджет может недополучить около 900 миллиардов долларов. Весьма вероятно, что это был шаг поднебесный, который ой как не желает отдавать контроль Америки в Иране, на нефтяной игле которого сидит Пекин. И об этом мы более подробно поговорим чуть позже. Получается, это деньги, которые закладывались как будущий поток доходов. Это расчет на усиление внутреннего производства, давление на Китай и сокращение торгового баланса. Но у Трампа же есть план Б, или нет? Трамп хоть и непредсказуемый, но он не дурак. И он ждал такое решение суда.
В течение последних месяцев шла подготовительная работа, и вчера Трамп объявил о введении нового глобального тарифа в размере 10% для всех стран, попадающих под действие статьи 122. И внимание, это не замена существующих пошлин, это плюс к ним. То есть по факту мы получаем дополнительный универсальный налог на импорт. Это удар по глобальной торговле, по цепочкам поставок и по ценам внутри США. Статья 112 дает Трампу право вводить временные ограничения для защиты платежного баланса. Проще говоря, старые тарифы некоторые отменяют, новые, которые можно подогнать под закон, ввели и с горя пополам едут дальше. Да, вот такой беспредел сейчас происходит внутри США. И что самое интересное, на этом всем зарабатывают дружки Трампа, причем миллионы долларов. Во втором квартале 2025 года компания, которая связана с министром торговли США, предложила импортерам выкупать их права на возврат таможенных пошлин. Всего за 20-30% от номинала. И логика здесь простая. Если суд признает пошлины незаконными, фирма получает 100% возврат плюс процент от государства. К июлю было обработано заявок на 10 миллионов долларов, а потенциальный объем сейчас может превышать 100 миллионов долларов. И вот теперь Верховный суд США признает пошлины Трампа незаконными. Это может означать прибыль для компании министра торговли в десятки миллионов долларов. Ну и конечно же доля Трампу полагается. Но стоит следующий вопрос. Возврат этих денег. А сумма там не маленькая. 287 миллиардов долларов. Пока четких указаний по этому вопросу нет, но если даже не будут, то деньги потребуют вернуть не за раз, это скорее всего будет несколько платежей на протяжении пару лет. А что же в это время происходит с торговыми партнерами США? Когда американские импортеры начали уходить из Китая из-за высоких пошлин, выигрывали другие азиатские страны. Таиланд и Вьетнам резко нарастили экспорт в США. Производные цепочки начали перестраиваться, но парадокс в том, что Китай не рухнул. Наоборот, его поддержал бум импорта IT-оборудования в США. Пекин также усилил работу с Африкой и активнее выстраивал отношения даже с такими странами, как Канада. По сути, торговые потрясения стали катализатором. Страны начали быстрее диверсифицировать связи и укреплять дополнительные союзы. В прошлом году темпы роста мировой торговли даже опережали рост мировой экономики. Но повторится ли это сейчас – большой вопрос. Постоянно нестабильность США как торгового партнера может оттолкнуть даже близких союзников, таких как ЕС или Великобританию. И при этом большая неопределенность висит с Японией, потому что там сделка заключалась в том, что США смягчают пошлины, а Япония платит за это деньги и инвестирует в США. Но знаете, здесь проблема даже не в самих пошлинах как таковых. Скажу прямо, такого уровня внутренней неопределенности в США не было давно. Например, тоже второй шатдаун за полгода показал, что это не случайность, а признак системного кризиса. Демократы и республиканцы по факту ведут постоянную войну за бюджет, внешнюю политику, экономический курс, а страна, которая считается эталоном устойчивости, сегодня демонстрирует глубокий раскол. И на этом фоне решение Верховного суда США, способное заблокировать ключевую стратегию администрации и поставить под вопрос возврат более 175 миллиардов долларов, становится не просто юридической историей, а серьезным ударом по доверию к системе. Когда ветви власти вступают в жесткое противостояние, это уже большой конфликт внутри сверхдержавы. А если проблема наблюдается у США, то это отражается на всем мире, в том числе на долларе, рынках, сырье и геополитике. И сейчас мы все больше заходим в эпоху глобальной неопределенности, где, конечно же, криптовалюту и все, что связано с риском, будет колбасить каждый день, в отличие от золота. Единственный момент, который можно превратить в плюс для нас, как для криптоинвесторов, это потенциальная дыра в бюджете США из-за отмены тарифов, которую нужно чем-то заполнять. А в таком случае на помощь приходит кто? Правильно, печатный станок ФРС. И тут у меня для вас есть еще одна интересная новость. ВВП в последнем квартале прошлого года прибавил всего 1,4% вместо ожидаемых 3%. Это явное замедление. Один из факторов – это почти 1,5 месяца простое правительство из-за шатдауна, что ударило по производству и расходам. При этом инфляция не отступает. Базовый индекс цен вырос до 2,9%, и это максимум с весны 2024 года. Хотя данный инфляционный индекс является ключевым для ФРС. И теперь ФРС просто в ловушке. Снижать ставки, рисковать новым скачком инфляции или держать их высокими и усиливать торможение экономики. Здесь выбор очень сложный, и рынки это понимают. Трамп также нервничает и в очередной раз кричит на Пауэлла и с нетерпением ждет нового главу ФРС Кевина Уорша, который придет и будет снижать ставки. И в данном случае для крипты потенциальный плюс только в том, что может быть возможное снижение ставок и стимулирование экономики. Влияние этого тейка мы подробно изучаем в нашей подписке Coin22 Pro. Кто не знает, Pro — это сервис от моей команды, который направлен на то, чтобы, во-первых, упростить инвестирование и торговлю для каждого, а во-вторых, максимизировать ваши результаты, причем уже с первых дней. Работает все просто. Вы получаете точки входа, как, например, в сделке по Solana, открываете позиции и фиксируете профит. Также индивидуально под ваш депозит будет собран спотовый портфель, и на каждом этапе работы с вами будет поддержка, сопровождение, а всех новичков ждет обучение с нуля. Рынок всегда наказывает тех, кто торгует наугад, а также игнорирует базовые правила. Поэтому если вы желаете сделать свою торговлю последовательной и прибыльной, мы вам покажем как. Поэтому пишите по ссылке в описании, а я перехожу ко второй части
части ролика, где мы затронем геополитику, а также напряжение на Ближнем Востоке. На ваших экранах кадры из иранского парламента, где депутаты сжигают американский флаг, кричат «Смерть Америке» и угрожают сбросить ядерную бомбу по территории США. И если вы думаете, что после этого Трамп легко подпишет сделку с Тегераном за 10 дней, у меня для вас очень плохие новости. Но давайте обо всем по порядку. То, что сейчас происходит вокруг Ирана, это уже не просто напряжение, это крупнейшее наращивание американских сил в регионе с 2003 года. Да, с тех самых времен, когда США концентрировали армию перед вторжением в Ирак, прошло больше 20 лет. И вот снова авианосцы, истребители, самолеты-заправщики, все как в трейлере к военному боевику. Только билеты покупать не нужно, все можно посмотреть в новостях. В регионе одновременно работают два авианосца. Кстати, один из них стоит 13 миллиардов долларов. Это самый дорогой военный корабль в истории США. И это все не для парада. По словам аналитиков, присутствие двух авианосцев дает возможность проводить операции на постоянной основе. То есть не один удар, там бахнули и домой, а несколько дней, возможно недель активных действий. При этом официально обсуждаются два сценария: масштабная кампания или ограниченный удар, чтобы пригласить Тегеран за стол переговоров. Как говорится, сначала ударить по столу, а потом за него сесть. Но подождите, что вообще хочет США? В принципе, их требования вообще не изменились. С точки зрения Тегерана, эти требования представляют собой не переговоры, а капитуляцию. К ним относятся прекращение обогащения урана, то бишь их ядерная программа, сокращение дальности баллистических ракет, чтобы они больше не предоставляли угрозы для Израиля, прекращение поддержки вооруженных группировок в регионе и, как заявил Марко Рубио, изменение отношений Исламской Республики к собственным гражданам. И последнее все больше набирает обороты, потому что с этими протестами уже больше половины населения Ирана положительно относятся к Америке и забывают про тейк «Смерть США». Во-первых, сам Трамп хочет позицию силы перед переговорами. Стиль Трампа: сначала максимальное давление, а потом сделка. Это бизнес-логика: поднять ставки, чтобы снизить цену уступок. Когда к региону стягиваются авианосцы и усиливается военное присутствие, это не обязательно война завтра. Это часто является инструментом для переговоров. Во-вторых, конечно же, нефть. Через Ормузский пролив проходит около 25-30% мировой морской торговли нефтью. Это примерно 17-20 миллионов баррелей в сутки. Даже намек на блокировку способен добавить 15-30% в цене Brent за считанные недели. А нефть по 100-120 долларов – это ускорение инфляции по всему миру. Трамп прекрасно понимает, бензин по 5-6 долларов за галлон – плохая новость для его рейтинга. Значит, цель – держать риск под контролем. Либо быстрое соглашение, либо такое давление, чтобы Иран не мог играть этим нефтяным рычагом. В-третьих, геополитика. Китай покупает иранскую нефть со скидкой, иногда в юанях. Это обход нефтедоллара. Россия поставляет в Иран оружие, а формат БРИКС продвигает альтернативные расчеты вне SWIFT. И в таком случае ослабление Ирана бьет по всему Восточному Союзу. В-четвертых, внутренняя политика. История показывает, на фоне внешних угроз рейтинги президентов часто прибавляют 3-7%. Это такой эффект сплочения вокруг флага. Плюс США тратят на оборону более 800 миллиардов долларов в год, около 40% мировых военных расходов. Демонстрация силы – это сигнал союзникам и избирателям, для того, чтобы Трамп мог показать, что они контролируют ситуацию. Но хочет ли Трамп полномасштабную войну? Конечно же, скорее нет. Полная война – это триллион расходов и риски затяжного конфликта. Более вероятный сценарий – точечные удары, быстрые переговоры и новая сделка. Конечно, для Трампа в идеале все сделать, как это было в Венесуэле, и провести операцию менее чем за час. Но, к сожалению, у Ирана военная мощь больше, чем у Венесуэлы, и поэтому сопротивление там однозначно будет. Пойдут ли США в штурм? Конечно же, вряд ли, и скорее всего они будут работать, как это было в 2025 году. Отправят бомбардировщики, нанесут удары по военным объектам, покажут, на что они реально способны, и будут ждать решения Ирана. Поддержки со стороны Китая можно не ждать, я имею в виду военной. И если говорить об ответных мерах со стороны Ирана, то, конечно же, под угрозой остается Ормузский пролив, а также Израиль, куда пока еще добивают ракеты Ирана. То есть да, удары будут, но вряд ли это будет полномасштабной войной, потому что последствия для США и, что самое главное, для Трампа очень серьезные. Но главный вопрос здесь более глобальный. Смотрите, если это все правда, то мы наблюдаем момент, который может войти в учебники по экономике, геополитике и крипте одновременно. Когда Трамп говорит: мы урегулировали 8 войн и 9 впереди, это уже не просто фраза для заголовков, это намек. Особенно если в это время наращивается крупнейшая с 2003 года военные силы на Ближнем Востоке. И тогда все закончилось вторжением в Ирак. Совпадение? Возможно, но рынок такие совпадения не любит. И тут уже 18 февраля ФРС за ночь вливает 18,5 миллиардов долларов в банковскую систему. Это не триллионы, как было в ковид, но сам факт. Когда ФРС начинает активно двигать ликвидность, значит в системе
давление, чувствуется напряжение. И получается, банки готовят подушку. Вопрос только под что. Теперь представим, что конфликт с Ираном реально разгорается. Армузский пролив — это не просто точка на карте. Через него проходит 25% мировой морской нефти. Это четвертая часть всей торговли нефтью. Если Ирак даже частично прикрывает поток, цена нефти может легко взлететь до $120 и выше. $120 это уже не просто дорого, это инфляционный шок. А инфляция — это бензин не только в баке машин, но и в экономике. Дорожает логистика, дорожают продукты, дорожает производство. И центральные банки оказываются в ловушке. Повышать ставки значит душить экономику, а снижать — разгонять инфляцию. И в такое время рынки просто падают, потому что инвесторы бегут в кэш. Крипта в краткосроке тоже получает по голове, потому что при панике продают все. И мы это видели уже десятки раз. Но вот дальше начинается самое интересное. Трамп ранее говорил, что американская банковская система устарела, ее нужно модернизировать, в том числе через регулирование крипторынка и новую финансовую инфраструктуру. Многие тогда посмеялись, а теперь представьте, старую систему штормит, нефть скачет, инфляция давит, и в этот момент запускается обновление финансовой системы. Случайность или кризис как повод для перезагрузки? Добавляем сюда геополитику. Китай покупает иранскую нефть за юани, обходя нефтедоллар. Россия тем временем усиливает сотрудничество с Тегераном, поставляя им оружие, и получается, Иран — это очень важный пазл во всем восточном регионе. Если США удастся сменить режим или серьезно ослабить Иран, то это удар по всему восточному региону. И это ответ на вопрос, почему Трамп не пойдет на затяжной конфликт. Потому что это сразу усилит неопределенность, вызовет дорогую нефть, а также усилит давление на доллар. Конечно же, в этой цепочке биткоин выступает самым рискованным активом. Кто-то может сказать, что биткоин в это время может стать цифровым золотом, но если посмотреть на все эти ситуации, а также негативные новости, которые были за последний год, то биткоин в это время стабильно падал. И здесь расчет только на стимулирование экономики. И, друзья, знаете что? Нам нужно понимать одну простую вещь. Война редко начинается просто так, и редко заканчивается только военными последствиями. Почти всегда они меняют финансовые правила игры. После Второй мировой войны появился Бреттон Вудс, после 2008-го эпоха бесконечного количественного смягчения, а после 2020 года триллионы стимулирования, а также рост крипторынка. А что же будет после этого цикла? Сейчас все выглядит так, будто мир подходит к точке, где нефть, доллар и процентные ставки, а также крипта оказываются в одном уравнении. И если это реально перезагрузка, то в краткосрочной перспективе она, конечно же, будет болезненной, шумной и волатильной. Если быть честным, то риски огромные. Если конфликт выйдет из-под контроля, если рынки пойдут в глубокую рецессию и если произойдет глобальный кредитный шок, то, конечно же, пострадают все активы. И это история фаз. Фаза первая — это страх. Вторая фаза — ликвидации, третья фаза — адаптации, а четвертая — новая парадигма. Мы сейчас, возможно, только в начале первой фазы, которая может закончиться, даже не начавшись, и все будет зависеть от Трампа. В данном случае история показывает, что после каждого крупного такого кризиса финансовая система менялась. Конечно же, не сразу, не без боли, но менялась. Это не просто конфликт США и Ирана, это пересечение нефти, геополитики и финансовой системы. Скорее всего, Трамп усиливает давление ради выгодной сделки, а также преимущества, а не ради затяжной войны. Но даже без масштабного конфликта рынки уже входят в фазу турбулентности. Краткосрочно будет волатильность и страх, а долгосрочно возможна трансформация финансовой системы. Ключевое, что здесь нужно понимать, это риски. И учитывая, в каком положении находится Трамп, мне кажется, он принять их не готов. Опять же, тема очень большая и интересная, и все сложить в одно видео очень сложно. Поэтому всю дополнительную важную информацию я буду выкладывать у себя в телеграм-канале. Так что подписывайтесь, поддерживайте видео лайком, пишите комментарии и увидимся в следующем видео. Вам, друзья, желаю удачи, до скорых встреч!